Сяо Янь официально победил на церемонии Яо и стал алхимиком номер 1 на континенте. Он создал мистическую пилюлю 9 ранга, что даже смогла принять человеческую форму. Кстати, малышка И особенно отличилась. Украсть зародышевую пилюлю у Хуньцзы – это мощно. А сейчас не очень хорошая новость. С этого 207 эпизода аниме берет перерыв до 6 сентября. Так сказать, небольшие каникулы, 7 недель. В это время будут выходить некие эпизоды нарезки, рекап компиляции вышедшего сюжета. В сентябре уже выйдет 2 серии сразу, 208 и 209, с продолжением сезона до 219 серий. Как говорят создатели, сделано это для подготовки к финальной арке. А возможно, фильм финала не успел пройти необходимые проверки, и студия намеренно задерживает выход эпизода. Но официальная причина – подарить фанатам удовлетворительный финал, исключительно для того, чтобы гарантировать качество и соответствие стандартам. Но не беспокойтесь, видео здесь продолжит выходить как обычно, и мы будем рассматривать много интересных событий из расколотой битвы Синева Небес. Например, в новом трейлере клан Хунь жестоко атакует клан Яо. Глава Яо Дань создал для Сяо Яня возможность сбежать, но пламя силой перехватило его, даже легко победив Яо Лао, Шэньнуна и марионетку Северного Короля. Давайте рассмотрим это подробно, а вначале ставьте лайк. После поражения казалось, что Хунь Хуцзы был в ярости, но на самом деле причина, по которой он пришел, иная. Не победа в церемонии, а захват клана Яо. Вначале он во всеуслышание потребовал фрагмент нефрита Тоше, принадлежащий клану Яо. Все были в шоке, включая главу и старейшин. Каждый из 8 древних кланов имел соответственно одну часть нефрита. Все кланы относились к нему как к большому сокровищу и хранили его с древних времен. Даже обычный старейшина не мог бы его увидеть. Требование Хунь Хуцзы звучало как бред, но Сяо Янь, глядя на Хунь Хуцзы, ощутил что-то странное. Глава Яо Дань оставался спокоен. На уровне святого 7 звезд он, естественно, не боялся Хунь Хуцзы, который имел силу 6 звезд. Хунь Хуцзы сказал: глава клана Яо Дань, нефрит древнего бога Тоше породит катастрофу. Он принесет бедствие, если останется в клане Яо. Передать его мне в обмен на вашу безопасность окажется лучшим выбором. Рассмеялся Хунь Хуцзы, будто не чувствовал убийственный умысел, вспыхнувший в глазах Яо Даня. Но глава Яо ответил: Хунь Хуцзы, ты ведешь себя слишком бесстрашно. Сегодня я схвачу тебя и заставлю главу клана Хунь лично прийти за тобой. Старейшина Яо Ваньхо яростно закричал. Огромная и могучая Дао Ци внезапно хлынула, и он появился над головой Хунь Хуцзы. Большой огненный ветер собрался в огромную ладонь и безжалостно полетел в сторону последнего. Но Хунь Хуцзы только улыбнулся. Время пришло. Он поднял голову и посмотрел на далекое небо. Черное пламя в его глазах дико вспыхнуло, будто яростный дракон, которого подавляли в течение очень длительного времени. Как только вспыхнуло черное пламя, аура Хунь Хуцзы также резко взлетела. Хунь Хуцзы, стоя в небе, взмахнул рукавом. Старейшина Яо Ваньхо отлетел в сторону, словно бы пострадал от серьезного удара. Наконец он с треском упал на землю, разбившись, и образовал огромную глубокую яму. Его лицо и тело были покрыты кровью. Хунь Хуцзы, что скрывал свою истинную силу, наконец раскрыл себя. Оба его глаза уже были полностью покрыты черным пламенем, придавая ему исключительно таинственный вид. Его голос раздался по всему стадиону. «Я просто подыгрывал вам всем, чтобы эта игра длилась дольше. Можете считать это моим небольшим развлечением. Святой 7 звезд». Выражение каждого резко изменилось. Они с недоверием смотрели на Хунь Хуцзы в небе. Испускаемая им аура намного превосходила ауру старейшины Яо Ваньхо, почти как у главы Яо Даня. Он на самом деле скрывал свою силу. Изначально он пришел украсть древний нефрит клана Яо, тихо произнес Яо Лао. Выражение Сяо Яня стало чрезвычайно серьезным. Он пристально смотрел на Хунь Хуцзы. Даже во время гнева из-за зародышевой пилюли он продолжал подавлять свою силу. Он действительно хитрец. Однако может ли он забрать древний нефрит клана Яо только своей силой? Выражение Яо Даня помрачнело. Он медленно встал и пристально посмотрел на Хунь Хуцзы. Он произнес: «Немедленно пошлите сигнал, сообщите клану Янь и клану Лэй. Скажите им, мы нашли преступника, ответственного
за исчезновение клана Лин и Ши. После слов Яо Даня каждый изумился, даже Сяо Янь задрожал. Это действительно сделал клан Хунь. Старейшины клана Яо немедленно последовали приказу Яо Даня. Они быстро достали пространственный свиток и открыли его. Пространственные колебания быстро распространились. Тем не менее, только должен был образоваться пространственный тоннель, как внезапно небо почернело. Только образовавшийся тоннель исчез в одно мгновение. Многие люди в клане Яо ощутили ужас в своих сердцах, увидев эту сцену. «Хунь Худзи, что ты сделал?» – закричал один из старейшин клана Яо. Стоя в небе, Хунь Худзи слегка улыбнулся. «Ничего, я просто запер царство клана Яо». Как только прозвучали эти слова, поднялась суматоха. Различные эксперты, прибывшие понаблюдать за медицинской церемонией, резко доставали свои пространственные нефриты и быстро разбивали на части. Однако результат был точно таким же, как и тот, что произошел ранее. Никто не мог пробиться сквозь этот барьер или позвать подмогу. Сяо Янь глубоко вдохнул. Что-то большое вот-вот произойдет. Его выражение стало мрачным. Он не ожидал, что клан Хунь придет, когда клан Яо будет проводить медицинскую церемонию. Яо Дань, однако, имел другой, особый способ связаться с кланом Янь и Лэй. Ранее, после исчезновения клана Ши, они заключили соглашение. Яо Дань надавил пальцем на кольцо на своем пальце и превратил его в пыль. Кольцо могло передать особые колебания лично главам клана Янь и клана Лэй. Только 3 главы кланов обладали ими. Кстати, недавно в видео мы говорили о главах клана Янь и Лэй. Весьма могучий эксперт. Но Хунь Худзи лишь засмеялся. Глава Яо Дань, нет необходимости тратить силы. Это бесполезно. Яо Дань посмотрел на палец и действительно увидел, что появившиеся в том месте колебания не исчезли, а начали беспорядочно витать вокруг. Очевидно, что они не могли улететь с этой горы. Сердце Яо Даня полностью застыло, когда он это увидел. Но как великий лидер, он сразу же восстановил спокойствие и заговорил спокойным голосом. «Хунь Худзи, мой клан Яо и клан Янь уже построили пространственный тоннель. Если они обнаружат, что тоннель исчез, они точно узнают, что что-то случилось с моим кланом Яо. Клан Гу определенно тоже не будет сидеть сложа руки и смотреть, когда новости об этом распространятся. Если наши 4 клана объединятся, твой клан Хунь исчезнет». Хунь Худзи ответил: «Мой клан Хунь сумел ликвидировать клан Лин и Ши, и клан Гу ничего не заметил. Естественно, клан Яо также может спокойно испариться из этого мира». Яо Дань медленно поднялся в небо. Пугающая аура Святого Семи Звезд распространилась. Это мощное давление было даже сильнее, чем у Хунь Худзи. Эта сила действительно была достойна главы клана. В этот момент главы и старейшины других фракций, пришедшие на церемонию, начали просить о пощаде. Они понимали, что если останутся, их ждет та же судьба, что и кланы Лин и Ши. Хунь Худзи лишь улыбнулся и заявил, что все, кто не принадлежит к клану Яо, могут уйти. Эти слова вызвали облегчение, люди поспешно развернулись и на полной скорости направились к выходу из царства Яо. Сяо Янь, наблюдая за этим, нахмурился. Он слишком хорошо знал клан Хунь и понимал, что они не из тех, кто оставляет свидетелей в живых. И действительно, как только эта мысль возникла, на горизонте вспыхнуло бесчисленное количество черных огней, вслед за этим раздались душераздирающие крики. Черное пламя начало просачиваться из пустоты, стремительно распространяясь во все стороны. В мгновение ока все пространство оказалось окутано тьмой. Глаза Сяо Яня резко сузились, когда он узнал это пламя. Это было подлинное, пожирающее пустоту пламя. Даже малышка Юи стала необычайно серьезной, ясно ощущая исходящую от него угрозу. Хунь Худзи завис в небе, за его спиной бушевало чудовищное черное пламя, а он медленно раскинул руки и с холодной улыбкой посмотрел на Яо Даня. «Яо Дань, для меня большая честь сообщить вам, что с кланом Яо покончено!» Черное пламя полностью поглотило свет солнца, и все пространство оказалось укрыто его мрачным покровом. До ци всех начало медленно исчезать. Казалось, будто внутри их тел возникло нечто невидимое, что непрерывно пожирало их силу изнутри. Сяо Янь действовал быстро. Он положил руку на плечо Яо Лао, и розовое пламя окутало их обоих.
Огненный лотос в его глазах начал вращаться, позволяя ему увидеть истинную картину происходящего. Все пространство было заполнено бесчисленными, мельчайшими сгустками черного пламени, невидимыми невооруженным глазом. Эти сгустки оседали на телах, словно личинки, проникали в кости и начинали пожирать доуци. При этом защита из доуци оказывалась совершенно бесполезной, поскольку черное пламя сливалось с ней и разрушало изнутри. Яо Лао серьезно отметил, что царство было полностью запечатано. Очевидно, клан Хунь не намеревался никого оставлять в живых. Сяо Янь нахмурился и понял, что клан Хунь наконец начал действовать. Они оказались прямо в ловушке. Даже если бы кто-то заранее догадался о планах атаки, никто не смог бы предсказать момент удара, когда уже невозможно было ничего изменить. Яо Лао с горечью признал, что клан Хунь, по всей видимости, тщательно готовился к этому, скрывая свои намерения и еще со времен исчезновения клана Ши. Он не ожидал, что даже союз кланов Яо, Янь и Лей не сможет остановить их планы. Теперь стало ясно, почему клан Хунь не вмешался ранее, даже когда Альянс Небесного Дворца ослабил зал душ. Они просто готовились к более важной цели – уничтожению клана Яо. По сравнению с этим, даже устранение Сяо Яня не имело для них первостепенного значения. Что сделает Сяо Янь перед лицом этой смертельной угрозы? Остается лишь наблюдать и ждать подходящего момента. Шанс воспользоваться хаосом и сбежать. Он не собирался вмешиваться в судьбу клана Яо, поскольку они и так находились на грани гибели. Яо Лао молча согласился. Несмотря на свое происхождение, он давно был изгнан из клана Яо, и теперь в его сердце Сяо Янь занимал куда более важное место, чем этот холодный клан. Поднявшись в небо, Яо Лао смотрел на бескрайнее черное пламя, распространившееся до самого горизонта, и ощущал исходящую от него ужасающую ауру. В этот момент глава Яо Дань, почувствовав смертельную угрозу, отдал решительный приказ активировать небесную формацию Яо. Сегодня решится судьба всего клана. Эта древняя защитная формация никогда ранее не использовалась, и сам факт ее активации говорил о беспрецедентной опасности. Почти все члены клана Яо влили свою силу в формацию. Даже Сяо Янь почувствовал давление, исходящее от нее. Оно достигало уровня святого 8 звезд, что ясно демонстрировало истинную мощь клана Яо. И действительно, эта формация была необычной, можно сказать, такой, которую клан Яо мог использовать против кого-то очень сильного. Она была создана предком-основателем клана Яо, богом клана Яо. След его фрагмента души остался в ней. Если она активируется, он сможет блокировать клан Хунь. Создана предком. Уголки глаз Сяо Яня дернулись. Что-то созданное легендарным богом, который основал клан Яо. Хунь Худзи смотрел на несколько пугающую энергию, бушующую в большой формации. Эта защитная формация клана Яо действительно намного сильнее, чем у кланов Лин и Ши. Господин Пустота, возможно, вам придется вмешаться, чтобы сломать эту формацию. В этот момент черное пламя позади него начало медленно шевелиться. Сформировалось черное скопление, которое преобразовалось в человеческую фигуру. Нам уже ранее показали пламя пожирания пустоты на уровне святого ранней 9 звезды. Но в клане Яо Сяо Янь впервые увидел это пламя. Его сердце сильно застучало. Учитывая его понимание небесного пламени, он естественно сумел сразу определить, что эта фигура была истинным пожирающим пустоту пламени. Какая ужасающая аура! Она намного сильнее, чем даже Яо Дань. В сердце Сяо Яня разразился сильный шторм. Он впервые в жизни встретил такое мощное небесное пламя. Это пламя уже сформировало собственный дух и даже превосходило очищающее пламя лотоса. Фигура медленно опустила взгляд на огромную формацию внизу. Черное пламя над ее головой вспыхнуло, превратившись в дождь из огня, который обрушился на формацию. Как только огненные капли коснулись ее, начал подниматься белый дым. Энергия формации стремительно поглощалась этим дождем. В это же время хриплый голос разнесся по небу. «Клан Яо! Вы все еще можете выжить, если сдадитесь!» Но Яо Дань ответил яростным отказом.
Его лицо исказилось решимостью. Огромное количество энергии было брошено в формацию. Даже Сяо Янь заметил, что в потоке света находились бесчисленные лекарственные пилюли. Клан Яо фактически использовал все свои запасы. С накоплением этой силы решимость Яо Даня достигла предела. Он призвал силу десятков тысяч пилюль и обратился к сознанию предка. «Десятки тысяч пилюль формируют небо. Во имя пилюль, сознание предка, вернись!» Яо Дань попытался воспользоваться силой предка Яо, того самого Доуди. Сознание предка, вернись! Яо Дань создал множество ручных печатей. В то же время чрезвычайно древняя аура медленно распространилась изнутри формации. В этот момент появилась облеченная в белое иллюзорная пожилая фигура. Все члены клана Яо внезапно почувствовали, как их души сильно задрожали. Давление, возникающее из их родословной, сразу же заставило всех опуститься на колени. Предок-основатель! Многие старейшины клана Яо были так сильно тронуты, что из их глаз потекли слезы. Перед их глазами возникла божественная фигура, которую они желали встретить всем сердцем. И это фрагмент души основателя клана Яо. Сяо Янь серьезным выражением смотрел на появившуюся фигуру. Даже с его совершенным небесным состоянием души, ему также было тяжело дышать из-за этой фигуры. Это был фрагмент души Доуди, который оставался в этом царстве бесчисленное количество лет. Трудно было представить, каким уровнем будет обладать настоящий бог. Тело Яо Ла слегка дрожало рядом с Сяо Янем. Он также был из клана Яо и обладал этой родословной. Он посмотрел на фигуру в центре формации глазами, наполненными страхом и уважением. Неужели предок клана Яо спасет их? Справится ли он с силой пламени пожирания пустоты? Хунь Худзи стал крайне серьезным. Он ощущал несравнимо сильное давление от фигуры предка. С кланом Яо было действительно не так легко иметь дело, как с кланом Лин и Ши. Пламя пожирания пустоты посмотрел. Яо Ди, к сожалению, сильнейший эксперт тех времен, сейчас стоит здесь в виде простого фрагмента души. Яо Дань опустился на колени в небе и почтительно закричал: «Предок-основатель, спаси наш клан Яо!» Продолжение рассмотрим уже в среду. Очень интересно, кто победит. Подписывайтесь, ставьте много лайков и всем пока!